Здравствуйте, меня зовут Умаров Акбарджон Хусейнович. Я из Таджикистана. Учусь сейчас в медицинском вузе ПГМУ в ординатуре на кафедре общей хирургии по специальности общая хирургия. Обучаюсь сейчас в ГКБ номер 4 на базе клиники ГКБ номер 4. На данный момент конкретно прохожу практику в сосудистом отделении сердечно-сосудистой хирургии. Я приехал в 17 лет сюда для того, чтобы обучаться в вузе, в ПГМУ. Это было в 2017 году, приехал я сюда. И сейчас уже окончил вуз ПГМУ, обучался в течение 6 лет и получил высшее медицинское образование. Работаю в той же самой клинике, где я обучаюсь, то есть в ГКБ номер 4. Работаю врачом приемного отделения, принимаю пациентов хирургического профиля. Город Пермь мне нравится, довольно большой город, развитый, большое количество жителей. И по самому городу мне он тоже понравился. Единственное, что было такое, то, что мне не понравилось, это то, что серость. То есть в Таджикистане более солнечная погода, здесь более серая погода. И зима, довольно холодная зима, она отчасти хорошая, отчасти нет. Скучаю по своей родине. Я не был как раз там, как я приехал в Россию, я там не был. В ближайшем будущем планирую туда поехать и посетить свою родину. Когда я приехал, это было лето, и для меня было очень неожиданным увидеть то, что Пермь такая зеленая. Она очень зеленая. Летом, если честно, мне очень нравится Пермь. Тут прекрасная погода, солнце, все зеленое. Даже в Таджикистане не так зелено, не такой зеленый город, Душанбе, город, из которого я приехал. Это мне больше всего понравилось. Более развитая инфраструктура, медицинские услуги в том числе. Нет, язык не был для меня сложностью, потому что я обучался в русскоязычной школе в течение 8 лет из 11. Я обучался в русскоязычной школе, поэтому язык не был для меня трудный. Я уже знал язык, в полной мере я мог спокойно общаться на русском языке. И поэтому я обучался в ПГМУ как иностранный, обучающийся как иностранный студент, но я обучался в русской группе, потому что мне предложили с самого моего поступления, мне предложили обучаться в русскоязычной группе, потому что я знал русский язык, и мне сказали то, что тебе будет комфортнее учиться в русской группе. То есть в Таджикистане есть русская школа? Есть русскоязычные классы, есть русскоязычные школы. Большая часть школ там таджикские, там все предметы преподаются на родном таджикском языке. Есть некоторые школы, где есть русскоязычные классы. 1-2 класса на год. А есть полностью русскоязычные школы, где обучение всех предметов проводится на русском языке. И только несколько занятий в неделю таджикский язык, преподают таджикский язык. Получается, ты знаешь русский, таджикский? Я знаю русский, таджикский, английский и немного знаю турецкий. Потому что я также обучался в таджикско-турецком лицее, где преподавали усиленно английский язык, там преподавали на английском языке все естественные науки. Гуманитарные науки преподавали на таджикском языке. В турецкий язык, если честно, я уже немножко подзабросил. Где-то 8 лет им не занимался, даже, может быть, больше. А английский язык, я думаю, что совершенствую с каждым годом. Я смотрю... Это нельзя назвать учебой как таковой, а так, в общем, я смотрю фильмы на английском языке полностью, общаюсь с англоязычными студентами, с индусами. Их очень много сейчас на данный момент в Перми, в нашем вузе. А также могу поддерживать контакты с другими англоязычными друзьями. Таким образом, я думаю, что что-то новое нахожу в английском языке. А русский язык
я думаю, что я его знаю, совершенствую его только в профессиональной сфере, то есть конкретно медицинские термины. Вот первое, самое любимое место, наверное, это набережная. Набережная. Мне там очень нравится гулять. Второе любимое место я бы назвал, можно сказать, парк, лес около нашего дома. Мне нравится очень там ездить на велике. Там очень спокойно, тихо. Особенно летом там очень все зелено. В Перми, когда я за эти 6,5 лет, я обрел много новых друзей, я обрел много новых знакомств, обучился 6 лет в университете, приобрел образование высшее медицинское, а также я нашел здесь свою невесту. Я считаю то, что сохранение традиций, сохранение обычаев, то, что делает национальность уникальной, это очень важно. Очень важно сохранить свою уникальность, свое вероисповедание, традиции. Для меня наши традиции очень многое значат. Какие-то есть хорошие воспоминания про эти традиции, и без этих воспоминаний, наверное, не было бы меня как души, как целое создание. И я думаю, что сохранение обычаев, традиций, наций, уникальности человека, оно и создает его душу. У нас на самом деле тоже много обычаев, традиций в Таджикистане. Таджики там не принято праздновать, например, Новый год в Таджикистане. Он считается как праздник, но не так ярко его празднуют. В Таджикистане есть Навруз, возможно, вы о нем слышали. Если перевести с таджикского на русский язык, это означает «новый день». И он ознаменует начало весны, этот праздник ознаменует начало весны. В этот праздник принято ходить в гости, танцевать, угощать гостей, готовят специальные блюда. Одно из блюд – это суманак. Это пророщенная пшеница, которую варят в течение многих часов, могут варить в течение суток в казане, в большом казане. И получается что-то наподобие варенья, коричневое варенье. Из этого это является и самостоятельным блюдом, его можно есть. И из этого могут делать лепешки. Вот. Это одна из традиций вот как раз в Навруз. А также в Навруз принято проводить соревнования по единоборствам гуштингири. Есть такое единоборство, это что-то наподобие вольной борьбы. Гуштингири, где главным условием является повалить своего соперника на лопатки. Вот. Если ты повалил своего соперника на лопатки, то это значит, ты выиграл бой. А так, множество традиций есть касаемо и замужества, касаемо обычной жизни. В Таджикистане очень принято гостеприимство. Таджики очень гостеприимный народ и всегда приглашают гостей, друзей, даже обычных прохожих к себе домой. Особенно по праздникам, например, как раз в Навруз у нас есть другие праздники. Ид Курбан, на русском это Курбан Байрам, Ид Рамазан, у нас Иди Рамазан. Принято приглашать всех соседей, прохожих даже обычных, домой за стол. А во время каких-то больших мероприятий, у нас называется марака, мероприятие это марака на таджикском, например, на свадьбах или вообще на любых других мероприятиях, могут делать оши-нахор, это тоже одна из традиций, когда рано утром варят плов и рано утром приглашают всех, абсолютно всех прохожих, соседей, родственников, всех домой и кормят вкусным пловом с утра. У нас плов это считается довольно тяжелой пищей, но не для таджиков.
Таджикам привычно есть плов с утра. Но вот как раз оши нахор – это одна из традиций таджиков. Еще там был вопрос, есть ли какая-то любимая фраза или слово. Я бы хотел сказать про такую фразу. На таджикском это звучит так. Бо мохшини мохшави, бо декшини сиохшави. Если перевести на русский, дословно, сядешь с луной, станешь луной. Сядешь рядом с казаном, станешь черным. На русском это будет звучать с кем поведешься, от того и наберешься. Вот, это одно из таких выражений на таджикском языке. Одно из моих любимых выражений на таджикском языке. С кем поведешься, от того и наберешься. Бо мохшини мохшави, бо декшини сиохшави. Я следую этому правилу, то что если ты будешь водиться с теми, например, с плохими людьми, с какими-нибудь людьми, которые делают плохие дела, то рано или поздно ты начнешь сам делать эти дела. Если ты будешь водиться с людьми, которые, может быть, ты считаешь чуть выше тебя, чуть умнее тебя, более опытнее тебя, то ты рано или поздно перенимешь их опыт, их знания, и они будут тебе в пользу. А если ты будешь водиться с теми людьми, которые ниже тебя, ну, и в моральном плане, и в другом плане, то ты опустишься до их уровня. Это не значит то, что, например, нельзя разговаривать с теми или другими людьми. Это значит то, что нужно выбирать себе знакомых, друзей внимательно. Вот. Иногда стоит смотреть на тех, кто чуть ниже тебя, для того, чтобы понять, чего ты достигнул, для того, чтобы благодарить Бога, что у тебя есть, вот, быть благодарным Богу. Еще одно такое выражение, я сейчас вспомнил, на таджикском оно звучит «адабро азбеадабон йодгирифтан». На русском это учиться на ошибках чужих. Моя самая главная мечта это состояться в жизни. Это выучиться на общего хирурга и понять то, что для меня важнее всего, и в дальнейшем выучиться стать хорошим специалистом и приносить пользу людям. Вот, это одна из самых моих главных таких желаний. А также у меня одно из главных желаний – это создать свою семью, крепкую семью, воспитать детей, смотреть за своими родителями. В Таджикистане это принято тоже смотреть за своими родителями в старости, ведь они вырастили тебя, дали тебе образование, выкормили тебя, и в старости нужно быть им благодарными и возместить им тем же самым или даже лучшим им в старости, то есть за ними приглядывать. Вот. И в Таджикистане также одна из традиций, то что самый младший в семье обычно смотрит за своими родителями в старости. И одно из желаний, наверное, попутешествовать по миру, посмотреть на разные места в мире, познать другие обычаи, традиции, культуры, языки. Это тоже одно из моих желаний. Вот.